Урок 1 читаем вместе. В свободное время мне нравится смотреть сериалы или читать книгу. Хороший. Я тоже люблю читать. Это такой отличный побег. Сколько времени вы обычно тратите на чтение каждый день? Я стараюсь уделять время хотя бы часу каждый вечер. Это впечатляет. Мне трудно отложить книгу, начав ее читать. То же самое. Я часто теряю счет времени, когда погружаюсь в историю. Читали ли вы в последнее время что-нибудь интересное, что могли бы порекомендовать? Да, я только что закончил фантастическую загадку, которая держала меня в напряжении. Мне бы хотелось услышать об этом больше. Возможно, я возьму его следующим. Урок 2. Художественное вдохновение. Мне нужны новые краски, кисти и холсты, чтобы вдохновить меня на творчество. Это звучит захватывающе. Планируете посетить магазин товаров для творчества? Я думаю, просмотр различных материалов вызовет новые идеи. Мне нравится ощущение свежих продуктов. Это как чистый лист для творчества. Точно. Каждый предмет может привести к чему-то уникальному. Как часто вы рисуете? Я стараюсь рисовать хотя бы раз в неделю. Это держит меня в потоке. Это отличная привычка. Мне следует уделять больше времени собственному искусству. Мы могли бы вместе провести день рисования. Было бы весело. Урок 3. Свежие находки. Приятно слышать, что на рынке есть свежие фрукты. Приятно это слышать. Какие виды у них есть в этом сезоне? В них есть все, от сочных ягод до спелых персиков и дын. Ух ты, я уже представляю, какие они должны быть вкусные. Свежие фрукты всегда лучше, это намного полезнее и вкуснее. Я полностью согласен. Я люблю готовить смузи из свежих ингредиентов. Это отличная идея. Смузи– такое освежающее удовольствие. Да, они идеально подходят для жарких дней, когда вам нужно что-то прохладное. Давайте вместе спланируем поездку на рынок. Это будет весело. Урок 4. Мотивация. Это звучит мотивирующе. Есть ли у вас какие-либо предложения по эффективным ресурсам? Абсолютно. Я считаю, что онлайн-курсы действительно могут помочь приобрести новые навыки. Это имеет смысл. Структурированное обучение часто помогает вам сосредоточиться и не сбиться с пути. Точно. Кроме того, сейчас доступно так много бесплатных ресурсов. Мне нравится идея объединения различных типов материалов для улучшения обучения. Да, сочетание видео, статей и упражнений может создать более увлекательный опыт. Я согласен. Это делает процесс свежим и интересным, что облегчает его выполнение. И не забывайте присоединяться к сообществам и форумам для получения дополнительной поддержки. Это отличный момент. Обмен опытом с другими может действительно мотивировать вас. Урок 5. Планы путешествий. Итак, куда бы вы хотели отправиться в нашу следующую поездку? Как насчет пляжного отдыха? Я люблю солнце и шум войн. Это звучит идеально.
Расслабляющий отдых на пляже сейчас был бы просто великолепен. Точно. Мы могли бы проводить дни, греясь на солнце и купаясь. И не забудьте обо всех вкусных морепродуктах, которыми мы могли бы насладиться. Верно. Свежие морепродукты у океана – одна из моих любимых вещей в поездках на пляж. Кроме того, мы могли бы осмотреть местные магазины и рынки в поисках уникальных сувениров. Да, всегда приятно найти что-то особенное на память о путешествии. Я волнуюсь, просто думая об этом. Давайте скорее начнем планировать. Урок 6. Проблемы безопасности. Одним из примеров этого является то, что небезопасные строительные проекты утверждаются подкупленными чиновниками. Это серьезная проблема. Ради прибыли подвергается риску множество жизней. Абсолютно. Шокирует, как жадность может поставить под угрозу стандарты безопасности. И последствия могут быть разрушительными и для сообществ. Точно. Люди заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности в своей среде. Для чиновников крайне важно уделять приоритетное внимание благополучию населения. Да, прозрачность и подотчетность необходимы в таких ситуациях. Я не мог не согласиться. Нам нужны более строгие правила, чтобы предотвратить эти проблемы. А участие сообщества может помочь привлечь чиновников к ответственности за свои действия. Урок 7. Уборка. Планируете ли вы остаться на ночь, чтобы оплатить дополнительную уборку? Да, это звучит понятно. Я хочу убедиться, что все безупречно. Хорошая идея. Тщательная уборка действительно может сделать место уютным. Точно. И это задает позитивный тон приезду гостей. Есть ли поблизости магазины, где можно приобрести дополнительные материалы в случае необходимости? Да, всего в нескольких кварталах отсюда есть магазин. Замечательно. Будет проще, если у нас что-нибудь закончится. Конечно, я хочу убедиться, что у нас есть все необходимое, чтобы произвести впечатление. Всегда лучше быть переподготовленным, чем недостаточно подготовленным. Урок 8. Продуктивный день. Привет. У вас был продуктивный день. Да, я сходил в магазин за продуктами и купил все, что было в моем списке. Замечательно. Всегда приятно вычеркивать пункты из списка. Абсолютно. Плюс я люблю выбирать свежие ингредиенты на неделю. Что вам больше всего нравится готовить, когда у вас есть свежие продукты? Мне нравится готовить салаты. Они здоровы и освежают. Звучит вкусно. Мне могли бы пригодиться некоторые идеи для здорового питания. Буду рада поделиться с вами некоторыми рецептами. Спасибо. Я всегда ищу новые способы здорового питания. Урок 9. Исторический контекст. Поскольку Пенсильвания не была рабовладельческим штатом, Гарриет была там в относительной безопасности. Да, и это предоставило ей важный путь к отступлению во время путешествия. Удивительно, как определенные места сыграли важную роль в истории. Абсолютно. Пенсильвания была ключевым местом подземной железной дороги. И удивительно думать о мужестве, которое люди проявили в то время.
Да, сила и решимость тех, кто ищет свободы, вдохновляют. Мы многим обязаны тем, кто боролся за справедливость и равенство. Определенно, их истории напоминают нам о важности отстаивать то, что правильно. И очень важно продолжать делиться этими историями, чтобы мы не забывали. Урок 10. Парки Канады. В результате этого железнодорожного предприятия родился самый известный парк Канады – Национальный парк Банф. Это верно. Невероятно, как транспорт может привести к такому прекрасному сохранению. Да, и Банф известен своими потрясающими пейзажами и разнообразной фауной. Абсолютно. Ежегодно он привлекает посетителей со всего мира. И история его создания тоже весьма интересна. Да, это отражает важность усилий по сохранению уже тогда. Замечательно видеть, как люди умеют ценить и защищать природу. Определенно, такие парки, как Банф, напоминают нам о красоте, которая нас окружает. Я хотел бы посетить один день и испытать это на собственном опыте. Урок 11. Использование преимуществ. Замечательно. Я обязательно воспользуюсь новым предложением. Да, это отличная возможность сэкономить на покупках. Я всегда ценю, когда магазины предоставляют скидки или специальные предложения. Я тоже. Это имеет большое значение, особенно при составлении бюджета. И это побуждает людей пробовать новые продукты, которые иначе они бы не рассмотрели. Точно, это может привести к открытию новых фаворитов с меньшими затратами. Кроме того, приятно получать больше пользы за свои деньги. Абсолютно. Каждая мелочь помогает, особенно в сегодняшней экономике. Я рад, что мы согласны воспользоваться этими предложениями. Урок 12. Здоровый выбор. Это интересно. Я слышал, что это полезнее для здоровья, но не уверен, смогу ли я отказаться от мяса. Я понимаю, для многих людей это может стать большой корректировкой. Да, мясо является основным продуктом многих блюд, и без него сложно представить обед. Абсолютно. Но сегодня существует множество вкусных альтернатив. Это правда. Я попробовал несколько вариантов растительного происхождения, которые оказались на удивление хорошими. Точно. Все дело в том, чтобы найти рецепты, которые вам нравятся. Я был бы готов больше экспериментировать с новыми ингредиентами. Это отличный образ мышления. Может быть интересно исследовать разные вкусы. Да, и приятно знать, что есть более здоровый выбор. Урок 13. Фитнес-программа. Мне очень нравится делать приседания и становую тягу. Они прорабатывают несколько групп мышц. Это отличное упражнение. Они отлично подходят для развития силы и выносливости. Точно. Мне нравится, насколько они функциональны для повседневной деятельности. Да, они имитируют реальное движение, что действительно полезно. Кроме того, они помогают улучшить общую устойчивость и осанку. Абсолютно. Важно включать в тренировки сложные движения. Есть ли у вас определенный порядок выполнения этих упражнений? Обычно я начинаю с более легких весов и сосредотачиваюсь на форме.
прежде чем увеличивать вес. Это умно. Правильная форма имеет решающее значение во избежание травм. Урок 14. Чистка одежды. Сколько времени обычно занимает стирка одежды в прачечной? Обычно стандартная стирка или сушка занимает около 24 часов. Это звучит разумно. Думаю, это дает им время тщательно поработать. Точно. Они следят за тем, чтобы все было тщательно очищено и готово к выдаче. Как вы думаете, стоит ли ждать, особенно в отношении специальных товаров? Определенно, некоторые предметы одежды требуют особого ухода, и лучше доверить их работу профессионалам. Кроме того, приятно иметь чистую одежду и не беспокоиться о том, чтобы сделать это самостоятельно. Абсолютно. Мне нравится такое удобство, особенно при плотном графике. Тогда мне, возможно, скоро придется оставить кое-какие вещи. Урок 15. Единство и мир. Воодушевляет мысль о том, как мы можем объединить наши семьи и нашу нацию. Да, совместная работа в условиях прочного мира необходима для светлого будущего. Абсолютно. Доброжелательность по отношению ко всем людям должна быть нашим руководящим принципом. Крайне важно способствовать взаимопониманию и сотрудничеству между всеми. Точно. Когда мы поддерживаем друг друга, мы создаем более сильное сообщество. И это чувство единства может привести к позитивным изменениям в обществе. Да, мы можем построить фундамент, основанный на уважении и доброте. Вместе мы сможем преодолеть проблемы и отпраздновать наше многообразие. Все дело в поиске точек соприкосновения и установлении гармонии. Урок 16. История супергероев. Когда мой брат был очень маленьким, он любил супергероев. Это восхитительно. У детей часто бывает такое яркое воображение. Он наряжался в костюмы и делал вид, что спасает положение. Эти истории могут быть очень вдохновляющими для детей, поощряя смелость и доброту. Точно. Супергерои преподают ценные уроки о помощи другим. Они также показывают, что каждый может быть героем по-своему. Да, даже небольшие добрые дела могут иметь большое значение. Приятно видеть, как эти ранние интересы формируют наши ценности по мере нашего роста. Абсолютно. Я думаю, что эти истории о супергероях останутся с нами навсегда. Урок 17. Выбор блендера. Вам нравятся блендеры с несколькими скоростями? О, совершенно. Они предлагают больше универсальности для разных рецептов. Верно. Приятно иметь контроль над текстурой смузи. Точно. Мне нравится иметь возможность переключать его в зависимости от того, что я делаю. И это может быть очень полезно для супов или соусов. Да, хороший блендер действительно может улучшить ваши кулинарные навыки. Я подумываю о том, чтобы выбрать тот, который имеет множество функций. Это звучит как разумный выбор. Это значительно облегчит приготовление еды. Я просто хочу убедиться, что получаю лучшее соотношение цены и качества. Урок 18. Закуски для вечера кино. Вы готовы к вечеру кино?
Не забудьте взять с собой попкорн. Конечно, я возьму что-нибудь перекусить, прежде чем мы приступим к просмотру фильма. Большой. Ничто не сравнится с попкорном для уютного просмотра фильма. Абсолютно. Это идеальное хрустящее лакомство, которым можно наслаждаться во время просмотра. И, может быть, нам удастся взять с собой немного конфет. Это фантастическая идея. Немного сладости сделает его еще лучше. Я взволнован. Какой фильм мы будем смотреть сегодня вечером? Я думал о классике. Они всегда хорошо проводят время. Я не могу дождаться. Это будет веселый вечер, наполненный смехом. Урок 19. Чемпион по гребле. Знаете ли вы, что он был, пожалуй, величайшим из первых чемпионов по гребле? Действительно, это впечатляет. В какую эпоху он господствовал. Он действовал в конце 19 века и действительно сделал в себе имя. Ух ты! Должно быть, было интересно наблюдать за этими международными гонками по гребле. Абсолютно. Его мастерство и решительность не имели себе равных в то время. Удивительно, как спорт может объединять людей и создавать легенды. Да, и его наследие продолжает вдохновлять будущее поколение гребцов. Мне нравится узнавать о спортсменах, которые оказали значительное влияние. Удивительно видеть, как упорный труд и целеустремленность могут привести к успеху. Урок 20. Проверка полета. Стойки регистрации находятся слева от вас прямо там. Спасибо, что указали на это. Я всегда немного путаюсь в аэропортах. Без проблем. Это может ошеломить всеми знаками и людьми. Это действительно может. Я ценю вашу помощь в навигации по этому вопросу. Конечно, как только мы пройдем регистрацию, все будет гладко. Да, я с нетерпением жду возможности расслабиться, когда мы сядем в самолет. И не забудьте прихватить перекус в палет. Хорошая идея. Я хочу убедиться, что мне есть что пожевать. Давайте воспользуемся этой поездкой и насладимся каждым моментом. Урок 21. Сезонные изменения. Посмотрите, как листья меняют цвет. Я вижу красные кленовые листья, и они такие яркие в это время года. Оранжевые и желтые такие же красивые, вам не кажутся? Абсолютно. По этой причине осень– мое любимое время года. Удивительно, как природа превращается в такое красочное зрелище. В это время года я люблю гулять, чтобы оценить пейзажи. Я тоже. Есть что-то такое умиротворяющее в свежем осеннем воздухе. А звук шуршания листьев под ногами так приятен. Определенно. Это напоминание о том, какими прекрасными могут быть перемены. Урок 22. Местная кухня. Идеальный. Я также изучал некоторые варианты местной кухни. Это звучит захватывающе. Что вы нашли на данный момент? Я обнаружил несколько замечательных мест, где подают аутентичные блюда. Потрясающий.
Я люблю пробовать новую еду, когда путешествую. Я тоже. Это один из лучших способов познакомиться с культурой. Абсолютно. Местная кухня рассказывает историю о месте и его людях. Мне не терпится вместе насладиться вкусной едой. Давайте составим список блюд, которые обязательно стоит попробовать, когда приедем. Отличная идея. Еда, безусловно, является изюминкой любой поездки. Урок 23. Размещение. Давайте сравним цены и удобства, которые они предлагают для нашего пребывания. Конечно, я хочу быть уверен, что мы получим лучшее соотношение цены и качества. Точно. Важно найти место, отвечающее нашим потребностям. Я согласен, мы должны отдавать предпочтение комфорту и удобству. Да, и, возможно, поищите несколько обзоров, чтобы узнать, что думают другие. Это отличная идея. Это поможет нам избежать неприятных сюрпризов. Кроме того, знание имеющихся удобств может улучшить наше впечатление. Абсолютно. Я хочу максимально использовать нашу поездку. Давайте соберем всю возможную информацию, прежде чем принять решение. Урок 24. Обретение спокойствия. Да, в последнее время у меня было много мыслей. Я понимаю, может быть трудно расслабиться, когда столько всего происходит. Точно. Иногда мне хочется просто на время отключить свои мысли. Это совершенно нормально. Поиск способов расслабиться важен для нашего благополучия. Что вы обычно делаете, чтобы очистить свой разум? Мне нравится совершать длительные прогулки на природе. Это действительно помогает мне чувствовать себя заземленным. Это звучит прекрасно. Я мог бы попробовать это, чтобы посмотреть, сработает ли это для меня. Определенно попробуйте. Свежий воздух и смена обстановки способны творить чудеса. Я ценю это предложение. На этой неделе я найду для этого время. Урок 25. Подготовка к покупкам. Абсолютно. Я тоже возьму с собой свою тележку на всякий случай. Это умные идеи. Это значительно упрощает переноску вещей. Точно. Кроме того, это помогает поддерживать порядок во время покупок. У вас есть список того, что нам нужно купить. Да, я составил подробный список, чтобы мы ничего не забыли. Идеальный. Наличие списка сэкономит нам время и сделает поездку более эффективной. Точно. Я хочу быть уверен, что мы получим все, что нам нужно без суеты. Я тоже. Всегда приятно вычеркнуть все из списка. Давайте сделаем это веселой прогулкой. Шопинг может быть приятным при правильном настрое. Урок 26. Поздняя регистрация. Замечательно. Как поздно я могу зарегистрироваться в отеле? Наша стойка регистрация работает круглосуточно, поэтому вы можете приехать в любое время. Это действительно удобно. Приятно знать, что есть гибкость при регистрации. Да, это помогает разместить гостей с разным графиком поездок. Я ценю это. Иногда рейсы могут задерживаться, а планы меняются. Точно.
Всегда приятно иметь такое спокойствие во время путешествия. Я обязательно буду держать вас в курсе времени моего прибытия. Звучит как план. Не могу дождаться, когда увижу тебя, когда ты приедешь сюда. Я тоже. Будет здорово отдохнуть после дороги. Урок 27. Бронирование столиков. Не помешало бы заранее забронировать столик в ресторане. Я полностью согласен. Это хороший способ убедиться, что у нас есть столик. Кроме того, в часы пик, особенно по выходным, он может быть занят. Точно. Я предпочитаю занять место, чем рисковать ждать в очереди. Есть ли у вас на примете какие-то конкретные места, которые вы хотите посетить? Я слышал много хорошего об этом итальянском ресторане в центре города. О, это звучит вкусно. Я бы с удовольствием попробовал их пасту. Я тоже. Давайте зарезервируем ужин на один вечер. Отличная идея. Я с нетерпением жду возможности насладиться вкусной едой вместе. Урок 28. Покупка продуктов. Эй, тебе удалось купить все, что есть в нашем списке покупок. Да, я получил большую часть вещей, но кое-чего не хватало. Это нормально. Иногда это случается. Какие предметы вы не нашли? Я не смог найти конкретную марку кофе, которую мы обычно покупаем. Не беспокойся. Если понадобится, мы можем попробовать другой магазин. Звучит отлично. В следующий раз проверю другой магазин поблизости. Замечательно, что мы отслеживаем то, что нам нужно. Конечно, это помогает нам оставаться организованными и подготовленными к предстоящей неделе. Давайте вместе спланируем нашу следующую поездку за продуктами. Урок 29. Золотая рыбка с воображением. Одним из домашних животных моего детства была золотая рыбка, потому что на плавнике у нее было черное пятно. Это интересно. Были ли у вас какие-то особенные истории о нем? Я смотрел на него и представлял, что он отважный исследователь океана. Это восхитительно. У детей такое яркое воображение. Я бы создавал для него приключения, плавая через коралловые рифы. Как весело. Удивительно, как домашние животные могут вдохновлять детей на творчество. Точно. Это заставило меня почувствовать себя частью его подводного мира. Эти воспоминания так драгоценны. Вам все еще нравится придумывать подобные истории. Абсолютно. Это замечательный способ поддержать воображение. Урок 30. Движение за избирательное право женщин. Это движение было известно как движение за избирательное право женщин, потому что слово «избирательное право» означает голосование. Это верно. Это была решающая часть истории борьбы за право женщин. Абсолютно. Он подчеркивает борьбу за равенство и представительство. Приятно видеть, как эти усилия проложили путь будущим поколениям. Да, многие смелые женщины неустанно боролись за право голоса. И их наследие продолжает вдохновлять активистов и сегодня. Точно. Понимание этой истории важно для продвижения социальной справедливости. Я полностью согласен.
Это напоминает нам о важности отстаивания прав. Давайте продолжим узнавать об этих движениях, чтобы отметить их вклад. Урок 31. Изучение вариантов. Вы уже ознакомились с новыми предложениями в этом магазине. Да, я сделал. У них есть интересные продукты. Приятно это слышать. Мне нравится, когда в магазинах появляются новые товары. Я тоже. Интересно посмотреть, что доступно, и попробовать что-то новое. Вы нашли что-нибудь, что привлекло ваше внимание? Да, есть уникальный гаджет, который, я думаю, будет полезен. Потрясающе. Мне нравится открывать для себя новые инструменты, которые делают жизнь проще. Точно. Всегда интересно исследовать и найти что-то полезное. Давайте вернемся вместе и проверим это поскорее. Урок 32. Семейные ужины. Моя мама готовит хорошие ужины, и мы часто собираемся за столом. Это звучит прекрасно. Семейные ужины– прекрасная традиция. Да, это прекрасное время, чтобы поговорить и поделиться историями о нашем дне. Я полностью согласен. Это помогает укрепить семейные узы. Обычно мы по очереди рассказываем о том, что сделали за неделю. Это замечательный способ оставаться на связи и участвовать в жизни друг друга. Точно. Еда вкуснее, если ее разделить с близкими. Похоже, у вас теплый и уютный дом. Я делаю. Это пространство, наполненное любовью и смехом. Урок 33. Ужин почти готов. Ужин скоро будет готов, ему просто нужно около 20 минут в духовке. Это звучит чудесно. Я уже чувствую восхитительный аромат. Да, трудно устоять перед искушением заглянуть внутрь, но главное– терпение. Я полностью согласен. Иногда ожидание делает его еще более приятным. Точно. Кроме того, это дает нам время накрыть стол и все подготовить. Отличная идея. Мы также можем приготовить напитки к еде. Абсолютно. Хороший напиток всегда дополняет хороший ужин. Мне так не терпится попробовать то, что вы приготовили. Я уверен, что это будет потрясающе. Спасибо. Я надеюсь, что он оправдает ваши ожидания. Урок 34. Исследование большой территории. Знаете ли вы, что некоторые туристы проезжают в этом районе гораздо больше мили? Действительно, это впечатляет. Какова общая площадь, которую они занимают? Его площадь составляет около 1000 квадратных миль, что довольно обширно. Ух ты! Это много земли, которую нужно исследовать. Что люди могут там увидеть? Здесь потрясающие пейзажи, дикая природа и множество развлечений на свежем воздухе. Звучит как рай для любителей природы. Я хотел бы посетить когда-нибудь. Абсолютно. Это прекрасное место для пеших прогулок, кемпинга и фотографии. Представляю, какие виды захватывают дух. Нам следует спланировать поездку. Да, давайте сделаем это. Это будет незабываемое приключение.